Даже если вы очень заняты, у вас много работы и забот, вы все равно должны находить время для своего любимого питомца. Для собаки хозяин — это весь ее мир. Она не понимает, почему человек вдруг перестал играть с ней, почему на нее кричат и почему вместо ласки ей достается равнодушие. Однажды мужчина решил завести щенка. Он давно мечтал о собаке, и когда увидел маленького светло-коричневого пса с большими любопытными глазами, сразу понял, что это именно тот питомец, которого он хотел. Первые месяцы они проводили много времени вместе. Мужчина кормил щенка, учил его простым командам, покупал игрушки и каждый вечер гулял с ним во дворе. Щенок быстро привязался к хозяину. Он встречал его у двери, радостно вилял хвостом и мог часами лежать рядом, пока мужчина смотрел телевизор или читал. Но со временем щенок вырос. Он стал сильным, энергичным и очень игривым псом. Ему хотелось бегать, исследовать улицу, играть с мячом и проводить больше времени рядом с хозяином. А у мужчины как раз стало больше работы. Сначала он просто начал реже гулять с собакой. Потом стал раздражаться, когда пес приносил игрушку и просил поиграть. Мужчина говорил: «Не сейчас, я занят», и продолжал смотреть в компьютер. Пес отходил в сторону, но через некоторое время снова подходил, надеясь получить хотя бы немного внимания. Однажды утром мужчина особенно торопился на работу. Пес, как обычно, подбежал к нему, принес любимую игрушку и начал радостно прыгать рядом. Мужчина резко оттолкнул его рукой и крикнул: «Сколько можно? Отстань от меня! Я на работу опаздываю!» Собака замерла. Она положила игрушку на пол и молча отошла. Мужчина надел куртку, вышел из дома и захлопнул дверь. Весь день он был занят делами и почти не вспоминал о произошедшем. Но вечером, когда он вернулся домой, его встретила непривычная тишина. Мужчина позвал пса. Тот не прибежал. Зайдя в комнату, хозяин увидел его в углу. Собака сидела, прижав уши и поджав хвост. Она не смотрела на мужчину и тихо поскуливала. На глазах у нее блестели слезы. Мужчина остановился. В этот момент он впервые по-настоящему понял, что сделал. Перед ним был не просто питомец, которого нужно кормить и выводить на улицу. Это было живое существо, которое доверяло ему и любило его, несмотря ни на что. Он медленно присел рядом и тихо сказал: «Прости меня, я был неправ. Ты ведь просто хотел побыть со мной. Ты не виноват в том, что я устал и занят». Пес осторожно поднял голову. Мужчина протянул руку, но не стал хватать его. Он просто ждал. Через несколько секунд собака сама подошла и положила голову ему на колени. Мужчина погладил ее и пообещал себе, что больше не будет срывать на ней свою злость. Он понял важную вещь. Работа необходима, но она не должна занимать все место в жизни. Любимый питомец не может ждать внимания бесконечно. Для него даже 10 минут игры, спокойная прогулка или несколько ласковых слов могут значить очень много. С этого дня мужчина изменил свое отношение к собаке. Он стал раньше вставать, чтобы гулять с ней. Вечером откладывал телефонную работу хотя бы на некоторое время, играл с псом и просто сидел рядом. Эта история напоминает нам: если рядом с вами есть тот, кто любит и доверяет вам, не отталкивайте его только потому, что вы заняты. Время нельзя вернуть, а доверие живого существа легко потерять. Иногда несколько минут внимания могут сделать счастливым того, для кого вы — целый мир.